Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим одно из самых распространенных метаболических заболеваний высокопродуктивных коров, которое называется болезнью мобилизации жира. Колоссальный рост напряженности обмена высокопродуктивных коров порождает прежде всего проблему несоответствия фактического расхода энергии и ее поступления в организм с кормами на разных этапах физиологического цикла. Чем выше продуктивность коровы, тем сильнее и чаще проявляется эта диспропорция. Чем сильнее и чаще она проявляется, тем быстрее и значительнее она отражается на здоровье животного и вызывает потери его продуктивности. Когда же возникает это заболевание? Установлено, что у коровы существуют периоды физиологического цикла, когда никакими факторами кормления не удается полностью покрыть дефицит животных физиологически полезной энергией. Эта ситуация наблюдается при отеле и особенно в первую треть лактации, когда корова еще не стельна. С отелом и началом лактации у коров резко увеличивается потребность в энергии. В то же время в этот период уменьшается потребление сухого вещества, поэтому корова не получает достаточного количества энергии из корма. В результате возникновения этого отрицательного энергетического баланса у коров возникают различные болезни обменного характера, которые еще называются продукционными болезнями. Чаще всего продукционная патология проявляется у высокопродуктивных коров в форме так называемой болезни мобилизации жира. Признаки этого заболевания можно установить по факту ожирения животного и особенно его печени, а также резкому снижению продуктивности и жирномолочности уже во вторую и последующие лактации. Обострение продукционной болезни мобилизации жира стимулирует возникновение типичных признаков кетоза, ацидоза и болезней конечностей. На фоне усиления данного заболевания нарушается минеральный обмен, острее протекают болезни вымени и родильный порез. Коровы адаптируются к отрицательному энергетическому балансу, используя внутренние резервы. Жировые запасы расщепляются на глицерин и жирные кислоты. Уровень жирных кислот значительно повышается в крови. Они попадают в печень коровы и накапливаются там. Около 25% жирных кислот, мобилизованных из жировой ткани, поглощаются печенью. В печени жирные кислоты трансформируются в кетоновые тела. Их избыток приводит к клиническим проблемам, например, к кетозу. Коровы мобилизуют жир, потому что после отела им не хватает глюкозы, необходимой для синтеза молочной лактозы. Глицерин из жировой ткани используется как один из источников углерода для синтеза глюкозы в печени. Вследствие резкого увеличения поглощения жирных кислот печенью происходит отложение жира, триглицеридов, в клетках печени. Это, грубо говоря, засоряет клетки печени, и это негативно влияет на их способность синтезировать глюкозу. В печени определенная часть триглицеридов окисляется, часть превращается в кетоны, а часть экспортируется в виде липопротеинов низкой плотности. На молочной ферме, где содержатся высокопродуктивные коровы, 50% и даже больше новотельных коров могут иметь синдром жирной печени от умеренной до тяжелой степени. У коров с синдромом жирной печени синтезируется меньше глюкозы. Нормальное производство глюкозы снижается до 65% относительно нормы из-за накопления жира. Понятно, что раз печеночные клетки замещаются жировыми, то эти перерожденные клетки печенки не в состоянии участвовать в синтезе глюкозы. При отеле корова практически всегда прекращает жвачку. В результате снижается производство летучих жирных кислот до минимума. Нарушается их нормальное соотношение и изменяется порядок их всасывания. В результате этого возникает первая предпосылка дисбаланса энергии. С одной стороны, корова расходует ее в значительных количествах на сами роды, на отел, первичную секрецию молока, а с другой стороны поступление энергии с кормом практически блокируется. Возникает вопрос, а где корове взять энергию? Остается только один выход – извлечь ее из депонированных запасов собственного тела. Времени на эти процессы в организме мало. Поэтому в первую очередь на энергетические цели будут использованы легко метаболизируемые запасы гликогена в мышцах и печени. Мобилизация этих запасов энергии по такому пути – это нормально, это физиологический процесс, который в организме происходит постоянно, и это не причиняет никакого вреда организму коровы.
Это чем-то напоминает работу аккумулятора в электромобиле. Едет машина с горки, она накапливает энергию. Едет под гору, то наоборот использует ее. Поэтому гликоген в организме коровы работает как аккумулятор. Сложнее, если гликогена в мышцах и печени отложено мало. И тогда уже в ход сразу же пойдет следующий источник – запас жира, который содержится в складках тела коровы. По мере увеличения удоя эти жировые запасы организма коровы начнут активно использоваться, если с кормами энергии будет поступать недостаточно. И такая мобилизация жира для потребностей синтеза молока станет патологической. Жирные кислоты, которые образуются в результате распада тканевых жиров, высшие. Они длинноцепочные, и их труднее включить в синтез жирных кислот молока. Они поступают в печень, где примерно только половина из них сможет быть использована в качестве энергетического источника, а другая половина превратится в жиры печени. Понятно, что организм коровы пытается поддерживать баланс и максимально освободиться от излишних жировых отложений. Однако, если распад жиров будет интенсивным, то поток высших жирных кислот в печень практически захлестнет этот орган, и все дополнительные усилия по освобождению от избытка жирных кислот станут напрасными. При такой ситуации возникает острая или подострая дисфункция печени. Отток жиров из клеток печени замедлится, и процесс ожирения этого органа станет прогрессирующим и необратимым. Если нарушается функция печени, то у коровы очень сильно снижается иммунитет, и она становится уязвимой ко многим другим заболеваниям. Чем больше потенциальная продуктивность коровы, тем выше послеотельный энергетический дисбаланс, а значит сильнее проявляется болезнь мобилизации жира. Вот почему коровы-рекордистки не выдерживают колоссальной напряженности обмена веществ. Они испытывают острейший энергетический дефицит и зачастую заболевают уже в первый или второй лактационный цикл, быстро выбывая из стада. Степень мобилизации жира и, соответственно, серьезность болезни будет сильнее, если корова ожирела еще ко времени отела. Независимо от фазы лактации, любая резкая смена состава рациона, быстрый переход на летние корма или с летнего на зимний рацион, значительное увеличение суточных дач концентратов за короткий период нарушит устоявшийся ферментативный процесс в преджелудках. В результате погибнут отдельные группы микроорганизмов, изменится состав летучих жирных кислот, упадет их общий уровень синтеза и нарушится процесс всасывания этих метаболитов в кровь. Как только это случится, общий баланс энергии опять, хотя и на короткий период, станет отрицательным. И организм снова прибегнет теперь уже к явно патологической мобилизации жира, о которой я рассказал выше. Избыток в организме свободных жирных кислот грозит опасностью появления не только болезни мобилизации жира. Часть из этих жирных кислот в условиях дефицита пропионата превратится в кетоновые тела, и как следствие возникает специфический кетоз. Причем следует отметить, что степень накопления жира в печени накапливается от лактации к лактации. То есть приходит новый сухостойный период, и количество жира в печени увеличивается. Поэтому, что касается лактации, то первая лактация будет самой высокой, а последующая лактация молока будет меньше. Подобная динамика будет главным симптомом болезни мобилизации жира. Кроме снижения молочной продуктивности, синдром мобилизации жира неминуемо породит проблему жирового перерождения половых органов и, как следствие, вызовет известную проблему бесплодия животных – яловость. Таким образом, синдром мобилизации жира – это болезнь нарушения обмена веществ, обусловленная естественной динамикой лактации и несоответствием уровня кормления потребностям животных в питательных веществах. Следует помнить, что лечить синдром мобилизации жира практически невозможно. Его можно только профилактировать путем определенного подхода к организации кормления высокопродуктивных коров. Принципы кормления высокопродуктивных коров мы рассмотрим в наших последующих видео. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим коровам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!